Всем привет и добро пожаловать в следующий выпуск Soul Talk. Всем доброго время суток. Мы рады опять с вами здесь встретиться на этой неделе, поделиться своим светом, своим опытом и любовью, зарядить это пространство. Заряжаем батареи. На самом деле мы же женщины, мы так и делаем, что мы заряжаем пространство. И мужчины от этого питаются и идут завоевывать мир. Да, женщина же является магнитом, и она также является источником энергии. Не зря же в поговорках есть поговорка, что женщина создает погоду в доме, и от этого зависит вообще все пространство, уют. И это одна из самых главных ролей в семье у женщины, чтобы окутать всех своей любовью, теплотой. И для этого мужчина возвращается домой, чтобы перезарядиться, Мгм. подкрепиться. Да. И чтобы потом на следующий день пойти опять завоевывать, потому что он знает, ради кого он делает и ради чего он это делает. Мгм. А как часто получается так, что мужчина приходит домой, а тут стоит женщина со сковородкой, создает ему еще одну войну. Ты где был? Где продукты? Что так поздно пришел? Почему мусор забыл? Да, то есть, и как бы мужчина такой, так, здесь тоже надо воевать, да? Ну ладно, будем воевать. А потом мы на них обижаемся. Это да, но это, скорее всего, наша мужская сторона выходит на войну М. и Мгм. воюет с своим собственным мужчиной. Хотя зачем? Мы ведь должны их любить, по идее. Да, да. Но оно же как интересно, вот мы можем прям разобрать сегодня, мы с тобой уже давно это хотели сделать, разобрать вообще, как это работает, что в Eastern philosophy, восточной, нет, Да. да, восточная философия, там говорится, что есть инь и янь, да, и когда ты видишь сайн инь и янь, то оно равномерно распределено, но в каждом инь есть кругляшочек янь, а в каждом янь есть кругляшочек инь. И на самом деле мы также и разделены на две части. У нас, если ты правша, то левая твоя сторона, она эмоциональная, женская, принимающая, а с правой сторона наша — это наша интенсивность, это наше желание, это наш willpower. Э, Наше стремление, наш Наш, огонь. мгм. Даже немножко гордости, да, все, что у нас именно мужские качества, и мужские качества существуют в женщинах. И мужские, и женские качества существуют и в мужчинах. Но как женщины у нас больше развито женского и чуть-чуть мужского. Я, кстати, когда жила в Лондоне, это ну, как бы такое место, где ты должен прям пробиваться, ты прям должен воевать. И я помню, что вот на тот момент у меня прям очень сильно развилась моя мужская сторона. Я прям Мгм. была воином. И потом, когда у меня начался путь трансформации и взаимодействия с Plant Medicine, в какой-то момент я начала снимать с себя эти доспехи, потому что я Мгм. настолько устала их носить, и вот моя женская сторона начала просыпаться. И она такая просилась выйти, и, очевидно, был такой дисбаланс внутри, поэтому она уже с большим желанием оттуда вырывалась. Да, пожалуйста, обрати внимание на меня. Вот. И потом, когда я сняла эти доспехи, я стала очень такой плавучей, очень нежной, очень гибкой, очень адаптирующейся. И ам, это удивительно раскрывать себе эти две части, и тоже знать, что они у тебя есть, а потом учиться их применять в разных ситуациях, потому что
Ну, как бы иногда нужно и воином побыть, иногда нужно защитить свои границы, иногда нужно что-то пробить, иногда нужно отстоять, иногда нужно чего-то достичь, и тогда ты включаешь своего воина. А, Мгм. а в каких-то моментах, допустим, со своей мужчиной, ты включаешь женщину и включаешь вот эту вторую свою сторону женскую. И тут важно тоже давать им место быть, не быть только в одном состоянии. Потому что когда ты что-то перекрываешь, то, естественно, это отражается и на внешнем мире. Мгм. Да, хорошо ты сказала, потому что счастье-то в балансе Безусловно. и в equilibrium. Да. Мы нас как-то так приучили, знаешь, или вот это все, или только это. Я тоже, когда и в Англии была, и, кстати, я вот в Англии научилась быть воином. Я же тоже там в 14 лет была, и когда я туда приехала, сначала мне говорили, вот ты там такая удивительная, ты так сильно отличаешься от нас, от всех, а потом начали со мной, как бы, ну, надо мной издеваться, прикалываться надо мной. И мне пришлось взять мужскую роль, но это было в 14 лет. Но Мгм. после того, как я это взяла на себя, я долго носила эту мужскую роль на себе. И мне все время говорили: "Ты такая сильная, ты такая смелая, ты такая молодец". И все время хвалили вот это мужское качество во мне. Настолько, что я стала работать только с мужчинами, у меня стал мужской подход. На самом деле у меня, с мужчинами всегда было такое на равенстве. Они меня все время принимали за свою. И я помню даже с моими подругами раньше, что было. Например, если только появляется девушка, все сразу: "Ой, мужчина начинает себя сразу хорошо вести". А когда я была, они там матерились, друг друга били, там, могли меня так толкнуть, и за свою всегда принимали. А в один момент я начала вспоминать, что я-то женщина. Кстати, вот в университете в Сейдж в нашем мне говорили: "Да что ж ты, говорит, наполненная такая тестостероном". Я говорю: "Ну такая, я такая". Я прям гордилась этим. А потом стали говорить: "Ну, а женщину ж тоже надо выпускать. Мудрость-то в женщине живет, а не в мужчине. В мужчине живет война, добиваться чего-то, а мудрость и, создание, creativity, оно живет в женщине". Я начала развивать свою женщину. И когда я начала развивать свою женщину, конечно же, моему мужчине, моему бывшему мужу это не понравилось, потому что я стала совсем другая. До этого я все сама решала, а тут я ему говорю: "Ну что, дорогой, что будем делать?" Он так на меня смотрит: "В смысле, что будем делать? Давай решай". Я его приучила к этому моменту, что я все дома решаю. И он тут в шоке: "В смысле решай? Давай ты решай". "Нет, я же женщина". "С каких пор?" Я говорю: "Ну вот со вчерашних решила". Да. Ну, это прям такое чисто женское состояние. Мгм. Да, ну, я немножко так это экстремально, знаешь, с одной роли в другую перепрыгнула. Мне нужно было немножко его приучить, знаешь, немножко его приласкать к этой стороне. Но нет, я очень экстремальная сама по себе. Все, раз решила, надо сразу, надо прямо сейчас, и вот надо идти вперед. Да, как бы, но оно же еще и отражается сильно, что у меня внутри происходило. Я и внутреннему мужчине тут сказала: "Давай, давай, давай, иди, спи, я сейчас сама все по-женски". А он такой: "А мне куда? А мне что делать? Бизнесом кто будет заниматься? Я сама все. А это что будет? А воевать кто будет? Нет, нет, я все сама". Даже по-женски, да. И то есть, получается, оно вообще я где-то недавно смотрела видео, что насколько рефлектирует наши отношения с мужчинами, именно то, что происходит внутри в нас. Мгм. Наша женская сторона. Если у нас, например, женщина там, например, не выпускает мужчину играть, то или не попадаются мужчины, или попадаются мужчины, которые такие вот, ну, я в роли женщины у нас дома, да.
Звучит все это, конечно, так смешно, но глубина его немножко, а немножко понятна. Ну да, вот, кстати, насчет баланса мне сейчас прям очень внутри срезонировали твои слова, потому что в какой-то момент я осознала, что очень важно, чтобы был баланс между телом, твоей ментальностью, то есть твоим разумом, твоим умом, и твоей душой. И вот недавно у меня как бы пришло очень большое такое глубинное осознание того, что нужно и своего мужчину и женщину сохранять в балансе. Мгм, Потому что это же также проявляется в плане того, что женщина это очень про текучесть, про воздух, про воду. Мужчина это огонь, земля, такое вот какое-то очень заземляющее состояние. И это мгм. также отражается на твоем пространстве очень сильно. Вот, поэтому важно давать им всем участвовать в твоей жизни и прям налаживать отношения, чтобы они разговаривали. Вот женщина почувствовала какое-то, как это правильно сказать, м, даже не знаю, какое тут будет правильное слово подобрать. Но пришло какое-то ощущение, да, в пространство, что нужно двигаться в этом пути, и ты говоришь своему мужчине, так, ну все, теперь передаю к тебе эту задачу в руки, ты давай ищи, как мы это сейчас будем воплощать в жизнь через материальный мир и как это будем достигать. А я буду, ну, как бы тебе вообще помогать по ощущениям смотреть, что, как, зачем и для чего. Да, да. Ты знаешь, вот ты сейчас говоришь, и я представляю, что все время нам в университете говорят, что бизнес это хорошее место для того, чтобы женщина могла играть там и отпускать своего мужчину в роль. Да, то есть, что ты делаешь? Ты остаешься восприимчивой, receptive, Да, но в то же время в переговорах ты или в продажах ты выпускаешь свою мужскую сторону. Когда ей говорят: "Да нет, мне не нужно это", она такая садится назад, знаешь, так руки складывает и выпускает своего товарища. Это товарищ такой: "В смысле нет? Ты что, позволишь себе разрушить свой собственный мир?" Да? И понеслась. Да, то есть как бы, потому что это определенный театр жизни. И в этом мы выпускаем. Кто-то это на работе делает, а кто-то потерялся в этом. Да, кто-то выпускает мужчину там, где женщина должна сидеть, выпускает женщину там, где мужчина должен сидеть. И тогда происходит внутренний конфликт. А когда у нас внутренний конфликт, он же везде себя показывает снаружи. Я не да, знаю, вы замечали или нет, когда у вас внутренний конфликт, у вас все снаружи как бы подтверждает этот конфликт. Фильмы какие-то выходят конфликтные. Проходите мимо, люди ругаются везде, воюют там что-то да как там. И у меня недавно был разговор с одной женщиной, она говорит, так интересно, говорит, я везде встречаю очень добрых людей. Прям как будто бы мир поменялся, и все стали добрые. Я говорю, да, а кто поменялся? У кого мир поменялся? Да, потому что на самом деле, когда ты внутри, у тебя появляется определенная гармония, определенная любовь, определенное состояние, ты меняешь свое мировоззрение, и как будто бы конфликты, они все равно будут происходить. Но как будто бы они вот обходят тебя вот так стороной, знаешь? Здесь обошли, они в тебя так. да, это вот закон резонанса на самом деле, ну как бы по-другому это можно назвать, да, потому что когда ты, допустим, наполнен добротой, любовью, счастьем и светом, то, ну, в принципе, такого не может быть, что к тебе кто-то залетит и начнет на тебя кричать. Это, в принципе, невозможно. Даже если залетит, то это там через какой-то промежуток времени очень короткий, это все, ну, как бы оно исчезнет, потому что свет, это может все разрушить. Я неоднократно это видела. Вот, поэтому очень важно также осознавать, чем ты наполнен.
что Так, ты что ты в себе несешь. да, да. Ты знаешь, вчера в классе, когда мы обсуждали тренинг, который проходил в эти выходные, и когда проходил этот тренинг, наш тренер спросил то есть я и еще один мужчина в нашей команде, мы помогали им в этом тренинге. И он у этого мужчины спрашивает: что ты увидел? Он говорит: я увидел продажи. Он говорит: что ты еще увидел? Ну, я увидел продажи. То есть он увидел весь тренинг, что там были продажи. А потом вечером наш тренер спросил у меня: а ты что увидела? Я говорю: вы знаете, я увидела что-то, чего я раньше никогда не видела. Я увидела, насколько важно, первое, это что, ну, Карл Юнг говорил, что у нас внутри есть persona и shadow. И что shadow наш, это, можно сказать, вот этот ego. И у каждой женщины shadow — это ее мужчина, а у каждого мужчины shadow — это его женщина. Мгм. И когда я делилась с тренером, я говорю: вы знаете, что я увидела? Насколько важно иметь гармонию между persona и shadow. И я говорю, когда там была одна женщина, молодая-молодая, но она очень так красиво и очень некрасиво с мужчиной своим обращается. Она прям вот его и как бы манипулирует, да, как бы. И он просто рассказывал ей, что я вижу, как ты манипулируешь своего мужчину, но я тебя за это не критикую. И когда я это увидела, я ему сказала, я говорю: я столько увидела любви и acceptance, воспринятия. Я говорю, я увидела другой уровень воспринятия всего, что происходит в мире, как оно должно быть. И настоящая любовь, любовь в себя и любовь в других, я в этой ситуации увидела. Он говорит: а ты знаешь, почему ты это увидела? Я говорю: почему? Он говорит: потому что ты такая сама. Я говорю: в смысле? Он говорит: вы в классах, ну, мы в классах, говорит, видим то, что мы хотим для себя видеть, то, что резонирует с нами. Он говорит: и ты в классе увидела свое восприятие себя, что да, я такая, что да, у меня есть такая тень, и в то же время у меня есть такая не тень. И что я их обоих люблю, и что у них гармония, и ничего страшного. Я так сидела, думаю: вау, как это все-таки интересно, как это прикольно. Да, когда ты начинаешь прям осознанно жить и пытаешься, ну, как бы делаешь даже первые шаги, и ты понимаешь, что каждая птичка, каждая бабочка, каждый человек, каждое слово — это проекция того, что происходит у тебя внутри. Мгм. Это очень сильно начинает захватывать, потому что это совсем другая игра, это совсем другой уровень, и прям очень интересно все это раскрывать, пытаться понять, что тебе показывает, почему, для чего, что ты в себе раскрыла, какая ты теперь внутри. И вот, допустим, твоя ситуация, которую ты рассказала, она тебе показала, что вот теперь ты такая, да. Следующая ситуация покажет тебе твою другую сторону. И это Мгм. просто невероятно. Ты все больше и глубже начинаешь понимать, кто ты есть на самом деле внутри. Я помню, как у нас было такое пространство, где пришло очень много женщин на Zoom call, и меня кто-то спросил, какая твоя главная цель в жизни? И я говорю, я сказала на тот момент, что я строю себя, я познаю себя, и это моя главная цель, потому что когда я работаю с собой, я одновременно работаю со всем миром. О, И это самая большая и главная истина. И я неоднократно в этом убеждалась. Менялись просто события вокруг, менялись люди, когда что-то внутри меня вот щелкнуло во мгновение. Это, ну, это словами не описать, это ты должен это пережить. И мне кажется, многие из вас, кто нас слушает, это тоже уже ощущали.
как это происходит, магия, это просто невероятно. Да, да. Я еще хочу глубже это затянуть. Давай, А, ныряем. ныряем глубоко. Вот представьте себя, и ты это знаешь, мы с тобой об этом говорили уже. Вот, м, представьте свою лучшую подругу. Да, вот вы с детства с ней дружите, у вас все хорошо, да, и в один момент подруга начинает проходить тяжелый какой-то момент в жизни. Ну, например, развод. Да? И в этот момент, когда она начинает проходить развод, у нее начинает, м, получается, начинает рушиться ее мировоззрение. Вроде было все хорошо, я же дом построила, я детей родила, я мужа создала себе, а тут оно все разваливается. Во-первых, откуда этот развал идет? Он откуда-то идет, или он идет из себя, или какие-то силы, которые прошли через нас, где ты больше не видишь человека таким, какой он есть. Но если подруга проходит через это, а ты находишься в уникальных отношениях, в гармоничных, в красивых, в приятных, то у вас получается, если раньше у вас все было одинаково, то сейчас у вас идет большая сильная разница. Ты видишь свой мир через гармонию, а она видит свой мир через развод, через разрушение, через Мгм. драму, через боль. Вопрос в одном: кто кого пригласит в чей мир? Или ты пойдешь к ней в разрушение и начинаешь разрушать свой мир, Мгм. или же ты или ты приглашаешь ее в свой мир, а в твоем мире существует гармония между мужчиной и женщиной. И здесь как раз-таки в чем качество коучей, таких как мы, в том, что мы дисциплинированы в том, чтобы поддерживать именно свой уровень энергии, потому что мы уже пришли к тому, что я отвечаю за свою энергию. И если кто-то приходит в мой мир, и их энергия, и их мировоззрение не совпадает с моим, то я или приглашаю их к себе, или же я с каким-то образом разрываю эти отношения. Для чего я их разрываю? Я их разрываю для того, чтобы не нарушить свой мир. У меня была одна знакомая, у нее такая ситуация произошла. Она была в гармонии, ее подруга начала разводиться, и когда они начали встречаться, ну, как встречаться? Нет, когда они начали обсуждать при встречах эти рассказы, то та, у которой была гармония, смогла легко убедить вторую, что есть гармония. Мгм. И получается, что та девушка, она гармонично развелась и нашла гармоничного себе партнера. Благо. Дальше. Есть ситуации наоборот, где разрушаются. Еще у нас одна знакомая клиентка у меня давным-давно была. У нее с мужем была гармония, а у папы с мамой не было гармонии ее. И Мгм. чем чаще стали родители приходить, тем больше становилось нарушение и проблем в семье, гармоничной в молодой семье, и они М. стали распадаться. Потому что и здесь, кстати, это физическое а, physical phenomenon, да, который называется эффект observer эффект, наблюдателя. Мгм. Когда ты наблюдаешь какое-то состояние, ты его или превращаешь, или ты, если не хочешь, чтобы тебя превратили в дисгармонию, ты убираешь наблюдателя. Ты его не подпускаешь к своей семье. Да. Насколько это важно, эта глубина, она такая глубокая, что ее тяжело объяснить, пока ты через нее не проходишь. И для этого существуют определенные коучи. Но проблема еще сейчас немножко такая, что люди постоянно говорят: я коуч, я все знаю. Но ведь этот коуч, он же приносит, если он неправильно дисциплинированный коуч, он приносит к тебе состояние наблюдателя,
И если у этого коуча идет наблюдение такое, что мир разваливается, то этот коуч делится с тобой твоим наблюдением, и твой мир на самом деле разваливается. Unless тебе это нужно. Да? Есть системы, которые должны развалиться, а есть системы, которым нужно оставаться вместе. Очень долго объясняла глубину, и, может быть, она и непонятная для кого-то там, но я думаю, для нас она понятная, и если вам непонятно, то, пожалуйста, пишите, мы можем чуть-чуть глубже с вами зайти вместе в вашу ситуацию. Да, безусловно. Если у вас возникают какие-то вопросы после просмотра нашего подкаста, то обязательно задавайте, и мы постараемся более глубинно на них ответить. Мне, наверное, хочется это перенести на более такую, так скажем, ежедневную картинку. Допустим, когда вы построили ваш прекрасный дом, у вас там чистота, да, допустим, вы приносите цветы каждый день, у вас там благоухает определенными какими-то инсенс. И вот кто-то заходит в ваш дом, был на улице дождь, он в своих грязных ботинках заходит, оставляет следы, везде грязь, какие-то, не знаю, мокро. Безусловно, вам это не понравится, и у вас сразу будет реакция, что ты делаешь? Нет, это та же самая история. Я надеюсь, что у вас реакция, что ты делаешь. А есть же такие люди, которые, ой, ничего не скажу, лучше потом уберусь. Кстати, да, да, это Угу. важно, это Не-не. важно. Это ваше пространство, и то, что вы создавали своим трудом, своим энергией, временем, которое вложили в это ваша ценность. Это и есть проявление ценности. Кстати, это тоже проявление уважения других людей в вашу сторону, как они относятся к вашему пространству. То есть, если человек заходит и нагадил, вот в физической форме, это одно проявление, это уже, я считаю, неуважение. Мгм. А второе проявление может быть, когда человек заходит и просто забрасывает тебя своей негативной энергией. Ну, то есть какие-то жалобы, там, истории, какие-то негативные. И вот это все льется, и льется, и льется, и льется. Это тоже, ну, как бы, в моем мире это неприемлемо. То Ты есть, з- безусловно, есть история, когда две подруги встречаются, допустим, друзья встречаются, вы делитесь, когда идет тяжелый период, и, ну, как бы, иногда нужно поплакать. Но в этом должна быть гармония. Не так, что когда у тебя постоянно приходит, ну, как бы находится в поле человек, который приходит для того, чтобы слить на тебя свою негативную энергию. Да. Кстати, вот я хочу, чтобы внутри так этот огонь Да, это прям начинается. Начинается проснулась. огонь, да, проснулся. Я хочу поделиться новыми правилами игры. Мы уже как бы это используем как коучинг, но я приглашаю вас тоже использовать эти правила игры. Старые правила игры такие, что мы ж подруги, мне ж надо тебе поплакать, мне ж плохо. Ну, а когда мы приходим, если, например, ну, скажем, давай я с тобой, да? Да. Я прихожу к тебе домой, я захожу, я не обращаю внимания, что ты такая счастливая, что у тебя розочки везде стоят, что у тебя музыка прекрасно играет, что у тебя там на столе стоит вкусная еда. Я прихожу вот так вот рукой по столу твоему, рассыпается везде салат, оливье, сбрасываю со стола твои огурцы, Боже, нет. сажусь, да, сажусь и говорю, Настя, мне плохо, мне там это, что-то получилось, да? И ты такая, да, да, чем тебе помочь? Какое с моей стороны это неуважение? Да, как бы, и мы это постоянно делаем друг с другом, своими эмоциями и так далее. Вы думаете, что у Насти нет своих эмоций? Она же не ходит по всем не рассказывать, не разбрасывать свои эмоции. Другая ситуация, я тебе говорю, Настя, а, мне плохо, мне так нужно с кем-то поговорить. Мы можем встретиться на скамейке в парке, и я просто поплачусь с тобой. Ну вот мне просто нужно поплакаться, и чтобы кто-то послушал и улыбался. Я тебя уважаю тем, что я тебя спрашиваю, можешь ли ты для меня держать этот space, Пространно. Да. пространство это.
И я не прихожу к тебе домой разливать это все. Мы с тобой выходим в парк, сидим, я плачусь, рассказываю, ты мне даешь свой платочек, я вытираюсь, сморкаюсь, несу домой, стираю его и обратно тебе приношу. Это, конечно, все метафора, да, но на самом деле мы же энергетические люди, не защищаем друг друга. Да. И это происходит постоянно. У меня одна знакомая была тоже в Мэриленде это было. ам, И она часто приходила ко мне. А зачем я ее пускала домой, совсем не поняла. Приходила домой, и вот у нее прям... она видела мир через разрушительные отношения мужчин и женщин. Она Мгм. смотрела на нас и говорила, да вы притворяетесь, у вас не так все хорошо, как вы делаете вид. Это. И постоянно рассказывала, какие у нее печальные отношения, плакала. И все время смотрела этот. И потом один день она мне подошла и сказала тоже, что, ну вот видишь, я же тебе, когда у нас начался развод, она говорит, я же тебе говорила, что у тебя плохие отношения. Я тебе еще 5 лет назад говорила, что а ты все притворялась, да притворялась. Зажгло меня это все. Да, но с другой стороны, у человека, ну, вот такой вот у нее путь, такой она хочет проходить опыт. И тут, наверное, тоже важно осознавать, что нужно уважать такой выбор человека, но в то же Это самое правильно. время четко простраивать свои границы, понимать, куда ты идешь и кто с тобой рядом находится, потому что не зря же говорят, есть какая-то поговорка, что покажи мне своих друзей, и я скажу, кто ты. То есть Мгм. это все не просто так. Да. Еще такая история у меня сейчас возникла, что вообще, в принципе, дом — это очень сакральное место. Мгм. Это то пространство, где ты отдыхаешь, перезаряжаешься, где ты восстанавливаешься. И я в какой-то момент своей жизни осознала, что я не хочу каждого водить в свой дом. Это настолько для меня сакральное пространство, которое я простроила в своей энергии. И это занимало как бы время. Это то пространство, где я отдыхаю. Мне не нужно там никого. Мне не нужно, чтобы туда заносили то, что я не хочу. Я лучше с вами встречусь где-то в другом пространстве, и, так скажем, на нейтральной территории, да, и мы там с вами пообщаемся, потому что мне необходимо, как человек, у которого эмпат, вообще чувствует энергию, иметь то пространство, где я точно знаю, что я защищена, что мне там комфортно и что я могу там перезарядиться, и там никто не гуляет. Вот, вот. А я к этому очень долго шла. И когда я к этому пришла, наконец-то, это когда я себе взяла театр. И у нас в театре мы, когда-либо кто-то приходил или что-то мы делали, у нас всегда люди приходили в театр, а мой дом был закрыт. И тогда у нас были самые ненарушимые отношения с моим мужчиной. Когда никто не приходил, ничья энергия не заходила в дом, была только энергия наша. И насколько это важно защищать. Даже детская энергия, энергия детей, она все равно не собственная энергия, не принадлежащая в партнерстве. Она со стороны приходит. И поэтому очень важно, просто очень важно наблюдать за этим всем, смотреть и говорить, ну вот, вот это тут не принадлежит, это не мое. И также с людьми, да, если им хочется быть в печальных отношениях со своим мужчиной, и им хочется, например, не быть в гармонии, то это их право. Но это не значит, что вы должны их подпускать в свой дом и позволять им делиться. Это всё я ж не приду к тебе домой со своими полотенцами, со своими одеяльцами, разложу все по твоему дому, скажу: "Так, теперь я когда сюда прихожу, вот у меня там полотенце будет, там у меня то-то будет, там и это". Скажешь: "Так, ну-ка, собирай свой чемодан и отваливай отсюда, и больше не возвращайся, потому что ты не умеешь уважать". А ведь мы сейчас про дом говорим, а на самом деле мы же про дом говорим. У нас же Да. внутри то же самое. Мы позволяем людям заходить в наш собственный мир, устраивать
скандалы там, да, можно сказать, ходить в грязной обуви, разливать грязную воду пополам, ну, да, вот как бы, я даже говорить не могу. Мне Ого. настолько настолько меня эта тема возбуждает. Нет, восхищает, удивляет, За заряжает, это загорает. загораюсь, да. Горит у меня все. Моё, не заходите. Да. Но для меня это новое, для меня это на самом деле новое, ощущение, что защищать свой дом и свой дом. Да, у нас, вот, к сожалению, такого раньше не было, особенно в советское время. То есть, Мгм, когда мы росли, мгм. это было нормально ходить друг к другу в гости, все забегали, не было никаких правил, ничего этого не учитывалось, об этом даже не говорили. А сейчас совсем другое вообще ощущение мира и понимание того, что мой мир, знаешь, еще, наверное, что хочется упомянуть. Мы с тобой говорили, вот мы на прошлой неделе раскрыли еще одну такую тему взаимодействия, когда ты причиняешь добро. О, Там есть много разных как бы вариаций этого, но мы с тобой нашли какую-то новую глубину про то, что вот именно в разговоре. И почему мы опять же записываем этот подкаст, потому что вот это открытие родилось у нас именно просто в нашем дружеском разговоре. да. И поэтому мы надеемся, что то, чем мы делимся с вами каждую неделю, таким же образом будет кому-то полезно, возможно, или что-то подсветит. И возвращаясь к теме, которую я только что хотела затронуть, мы раскрыли новую, так скажем, версию того, как можно причинить добро своей, допустим, близкой подруге или просто подруге или какому-то другому человеку. Есть такая вещь, ты встречаешься с человеком, и у тебя есть определенное видение мира, и у другого человека есть определенное видение мира. И ты не с плохими намерениями, а просто потому, что ты видишь вот так вот мир, ты говоришь, ну ведь вот так же должно быть. А второй человек, не осознавая, не сказав «нет», автоматически эту маску одевает на себя. И Мгм, потом может жить в этом состоянии, с этой маской, в этом ощущении какой-то период времени. Поэтому очень важно, ну это как бы двухсторонняя сторона на самом деле. Когда тебе люди что-то говорят, и ты с этим не соглашаешься, нужно озвучивать: «Нет, это не мое, мне это не близко, не принимаю». Даже если это внутри, то есть, ну как бы это обязательно нужно озвучивать. И со стороны человека, который это говорит, нужно всегда задумываться, не, как сказать, не одевать это на людей, потому что ты так считаешь. То, что ты видишь в своем мире, не значит, что оно будет работать в мире других людей. У нас у всех разные миры, у нас у всех разные пути. И твои правила не всегда будут работать в мире другого человека, потому что он проходит абсолютно другой опыт. И, может быть, Илья сейчас расскажет именно ту историю, где мы это подчеркнули, вот именно вывели эту новое, так скажем, правило, новый опыт, новые знания, вот новые знания. И, может быть, будет более понятным, что я сейчас имею в виду, потому что такое ощущение, я достаточно расплывчато объяснила. А, перед тем, как я хочу рассказать эту историю, я хочу, чтобы люди понимали, что когда вообще, когда мы разговариваем, насколько важно быть, аккуратными со своими словами. Потому что своими словами мы можем помочь человеку взлететь, а также мы можем его просто опустить на землю. Но и даже это не наша вина, потому что если человек, он не, не пробудился и не слушает через фильтры, то, конечно, это на нем. Это не на том, кто сказал это.
Но еще что интересно, что эти вещи, они всегда возвращаются обратно. Ну, Да. как бы, если вы специально что-то говорите кому-то, чтобы сделать им больно, они все равно возвращаются. Так что, пожалуйста, аккуратнее. Это первое. Второе, у меня просто была такая ситуация интересная с моей знакомой, которая своим, м, как это, innocence, Своей невинностью. своей невинностью задала вопрос, который этот вопрос запустил определенный процесс у второй подруги, Мгм. и которая на себе несла вину 5 лет только из-за вот этого маленького предложения, где она спросила, что-то было связано с детьми, и она спросила вообще, а как ты так можешь со своими детьми поступить? Не зная, что вообще привело к этому решению. Но если женщина идет определенным путем, и вот в один момент она принимает решение, которое для остальных выглядит странным, непонятным, не по программе, не традиционным решением. И Мгм. с ее стороны это, да как же так можешь со своими детьми поступать? И как эту вторую знакомую это увело в определенное состояние вины примерно на 5 лет, пока она не раскрыла это со своим коучем в разговоре, да. Вроде как бы иногда мне говорят, что какой интересный у нас коучинг, мы просто разговариваем. Да, оно звучит, может быть, что мы просто разговариваем, но если ты посмотришь, у тебя меняется вся жизнь. У меня недавно тоже был разговор с моей клиенткой, где мы обсуждали, что поменялось в ее жизни за это время. И она начинала подсчитывать, такая, о, да, тут много, кстати, поменялось. И я рассказывала, как важно продолжать, потому что, подключаясь ко мне и к моему мировоззрению, ее мировоззрение тоже менялось более в а, в гармоничную сторону. Потому что я дисциплинирована. Если я вижу, что что-то несет не в гармонию, я это останавливаю вовремя. И как бы, находясь со мной и проходя через определенные коучинги, у нее тоже начало все открываться в более гармоничную сторону. Когда мы перестали это делать, то ее затянуло опять в старый мир, где идет определенное разрушение в ее семейной системе. А как еще по-другому по-другому не расскажешь. Я, в принципе, я же не буду говорить, я ж тебя предупредила. Лучше так не разговаривать, слышь. Я только могу это по комедии сказать. Но я всегда предупреждаю людей, что когда ты начинаешь с коучем работать, если это правильный коуч, зачем прекращать отношения эти? Продолжайте отношения, продолжайте развиваться, ведь вы же вместе развиваетесь. Ваш коуч, он навсегда. Правильный коуч, он навсегда. Мой коуч, он навсегда. У меня их несколько. Ам, Да, это очень важно найти коуча, проводника, с которым твое сердце резонирует. И важно осознавать, чтобы этот человек, он искренне за тебя боролся. Вот прям настолько желал тебе любви, света внутри, твоего процветания, твоего рассвета. Мне кажется, коучинг это очень такое американское Мгм. слово. И я его сразу не прочувствовала, я скажу откровенно, скажем так. И в какой-то момент я начала внутри вообще осознавать, что это такое. Это тот человек, который вот за тебя, так скажем, в кавычках, жизнь отдаст. То есть он настолько твой главный болельщик в твоей жизни. Он настолько для того пришел в твою жизнь для того, чтобы самое лучшее в тебе взрастить, Мгм. показать тебе то, что ты не видишь, возможно, да, показать те стороны, которые
ты боишься себе раскрыть, показать себе путь, как это сделать, поддержать пространство, чтобы ты взрастил в себе это качество. И он твой самый главный болельщик. И важно, ну, как я это вижу, то есть это моя история. Опять же, у всех разный мир, всем нужно свой опыт, но по моим ощущениям важно найти вот такого человека, потому что я тоже прошла, ну, как бы, у меня было много учителей, а, и много проводников, и были разные опыты, ам, и я все время искала вот людей, которым можно доверять, человеку, и которые вот прям искренне будут из сердца идти к тебе. Вот настолько за тебя бороться, насколько ты, наверное, сам за себя не поборешься. И когда я это прочувствовала, и пришел в мою жизнь такой человек, он сейчас присутствует, это было невероятно, потому что это я пришла в такую точку осознания свою, и я подумала о том, что а почему я сама за себя так не борюсь? Как вот этот человек, который там ночью 12 часов что-то ищет, чтобы мне отправить, чтобы я это прочитала, да, тратит свою энергию на меня, да, то есть прям настолько включенно все, не знаю, 1000%, а не только 100. Почему я за себя так не борюсь? Вот таких людей, их в мире, по моим ощущениям, немного, которые идут прямо из сердца. Поэтому очень важно, когда вы делаете этот выбор, слушать своим сердцем. То есть вы должны ощущать себя просто в гигантском океане любви, который из вас рождает новую версию. Вы просто возрождаетесь, вы цветете, вы светитесь, вы заряжаетесь. Безусловно, будут моменты, где-то она будет и чуть-чуть подломать что-то, да, без этого не бывает. Будут и слезки, и чуть-чуть разочарования, возможно, может быть, не чуть-чуть. Но иногда нужно сломать для того, чтобы построить что-то новое. И я это тоже проходила неоднократно. Но вот эту чистоту внутреннюю и желание человека из вас сделать, ну как, когда сердце наполнено любовью, то она может только родить красоту у вас. По-другому быть не может. Да, да. И коучей нужно правильно выбирать тоже. Как бы в первую очередь они должны ам, быть настоящим человеком, который использует инструменты общения, а не проектирует на вас свою жизнь Да, или свои проблемы, да. И как бы, вот сейчас мне пришла идея написать, создать маленький worksheet, чтобы люди могли по нему пройтись, чтобы выбрать себе коуча. Можем поделиться на канале на нашем, когда я создам. да. Наверное, еще вот что мне хотелось отметить, потому что, мне кажется, я в прошлом подкасте упоминала, что я начала изучать книгу The Work, а, автор Гурджиев. Байрон Кейри? Нет, Гурджиева. Гурджиев, боже мой, все время эта фамилия, она у меня переплетается, потому что на английском оно по-другому звучит, чем на русском. Ага. У него И книга тоже начинается, называется The Work. да. Да, прикольно. У Байрон Кейри тоже называется The Work О, книга. вау. Мгм. И он говорил о том, что ам, главная идея вообще всего этого — это достигнуть своего greatest potential, вот как своего самого большого потенциала в жизни. А для того, чтобы этого достигнуть, нужно работать над всеми частями, во-первых, своей жизни. Это потому что, как принято, ну, как бы в духовном мире, есть история про работу над телом, есть история про работу над твоим умом, есть история как бы знания, учения про работу над твоей душой. Но его работа, она говорит о четвертом методе, когда ты развиваешь себя в балансе, то есть все эти части тебя, они одновременно, параллельно развиваются,
и это позволяет тебе достичь твоего самого высокого потенциала. Мгм. Мне кажется, очень важно, чтобы в вашем кругу, и если у вас есть коуч, это, ну, как бы, это человек, с которым вы доверяете, он тоже этого пытался в вас развить, увидеть ваш Да, самый большой потенциал и да, вести вас именно туда, не именно туда. куда-то, потому что оно у вас есть. Мы часто даже не осознаем. У многих людей как бы картинка, она вот настолько вот так вот, почему-то, по каким-то, да, причинам, и ты не видишь. И это не сказать, что вы что-то не умеете, не знаете. Просто вот так получилось. И коуч приходит в твою жизнь, и он начинает сносить вот эти заборчики и начинает показывать: а посмотри сюда, а посмотри Мгм. туда, а посмотри здесь. И ты идешь потихонечку по этим ступенькам. Ага, я могу так, и можно вот так. Я даже не знала, что я так умею. И вот такой коуч — это, конечно, просто золото. Вот такого коуча, ну, как бы за него нужно держаться руками и ногами, потому что он в вас взращивает ваше, ну, как бы нутро до высшего, потенциала. Да, и вы не можете своего коуча обмануть своими масками, своими идеями. Он видит напрямую, или она видит сквозь все это, она видит настоящего человека, кто вы на самом деле есть. И ваш коуч, он никогда не отойдет в сторону, будет ждать, пока вы найдете в себе этот дом, эту охрану, и выпустите настоящего внутреннего игрока на поле игры. Да. И в этом тоже есть прелесть, потому что вам дают пространство в свое время это раскрыть. Никто вас не пинает, это идет через любовь. И вот этот подход, ну, мне лично очень сильно открывается и отзывается. И я вот в это искренне всегда верю. Я всегда, в принципе, по жизни так шла с людьми. И сейчас тоже в работе это применяю. Я знаю, что Илья тоже так работает через любовь, через раскрытие э, твоего истинного потенциала, потому что я не знаю, как можно по-другому. Но я еще такой человек, я могу и пинок под зад дать тоже. Мне не жалко. Если вам нужен пинок, я его дам. Потому что мне нужны пинки. Как бы мой коуч, и он, и она. Нет, нет, мне так подзатыльник. Так, ну что творишь? Давай иди. Не туда идешь. Вот туда иди. Окей, хорошо. Но оно же всё равно проявляется немножко, так скажем, там, как сказать, не с агрессией, а с любовью. То есть там тоже есть Конечно, своё да. свой способ, проявления этого. Мгм. Да, конечно, оно 100% через любовь. И даже если это пинок, то только потому, что я, например, с детства привыкла к пинкам. Мне пока подзатыльник не дашь, я не буду двигаться. За- Если прям совсем не хочется. Вот мне недавно моя коуч по health, по здоровью, э, пиночек дала. Так мне пришлось опять в спортзал ходить. А то я расслабилась совсем. Вот. Но в первую очередь, мне кажется, всегда, нужно искать этого коуча внутри. Вот что я очень искренне поняла. И вот эта любовь к себе, она начинается изнутри. Потому что не в зависимости, ну, как бы, сколько людей вокруг тебя будут говорить, что делать, как делать, зачем и почему, но если внутри ты по какой-то причине, ну, как бы не готов, не хочешь и не собираешься двигаться, то, естественно, за тебя этого никто не сделает. Я с Как тобой и согласна, и не согласна. Согласна в том смысле, что да, пока ты сама не захочешь, ты туда не пойдешь. Но не согласна в том, что ты сама к этому придешь, потому что когда я была в ужасной депрессии и в ужасно разрушительном состоянии,
мне понадобилось 3 коуча, которые сказали по-разному 3 разные вещи, чтобы я их услышала. Внутри что-то такое я искала, но я уже, сдалась, можно сказать. Я уже думаю, ну все, вот такая есть, какая есть. Доживу свои там сколько-то лет, и, ну и все. А когда один коуч, это была женщина, сначала сказала, потом сказал мужчина, и потом еще раз сказала женщина, третья, я увидела, и я такая: "О, подожди, что существует совсем другой мир?" И тогда мне заинтересовалось, и тогда я начала и смотреть и в глубине, и с коучем работать. То есть для меня, определенно для меня понадобился коуч, который сказал что-то. Но это не обязательно для всех. Кто-то пробуждается один день, потому что фильм посмотрели. Или попали на Plant Medicine, или что-то увидели для себя. А еще бывает такое, что вот, например, у алкоголиков такое, когда они попадают rock bottom, да, вообще на глубину уходят, и у них нет другого выбора. Только вот такие вот сценарии бывают. А, Поэтому я и согласна, и не согласна с тем, что ты говорила. Ну да, это про внутреннюю готовность, и Мгм. у каждого этот момент достигается по-разному, Да, безусловно. сто Либо с процентов. помощью кого-то external, да, либо нет, либо какие-то обстоятельства, либо еще что-то. Но все-таки хочется верить, что когда ты уже становишься более осознанным, чтобы было уже без падения на дно, без каких-то ударов, а вот именно через какую-то такую более плодотворную работу, через любовь и через разговор, что-то в себе перестраивать, улучшать и идти вот через такой путь, а не через удары Мгм. и падение на дно. Кстати, вот это прям отдельная тема. Хотелось бы разобрать ее прям подетально. Вообще, насколько мы сами создаем себе мир, где нам или подзатыльники постоянно дают, или нас мягкой рукой ведут. Ведь мы же это тоже создаем. Нам нужно это в следующий раз сделать, потому что у нас уже очень много времени прошло. Это будет очень долгий подкаст, так что слушайте внимательно. Хорошо, тогда мы отложим эту тему на следующий подкаст, на следующую неделю. Еще раз благодарим вас за то, что вы проводите время с нами, что вы нас слушаете. Обязательно пишите, нам очень хочется услышать вашу обратную связь, ам, как у вас проявляется ваш мужчина и женщина, ам, как у вас проходили, допустим, ваши переходы, да, какие-то большие осознания, через какую форму, что вам помогало, какие инструменты, потому что ваш опыт также может быть ценен для других женщин. И мы здесь для этого. Мы для того, чтобы возродить и как бы напомнить нам, что женщине нужна другая женщина. Мы вместе сильнее, мы вместе, боже мой, я не знаю, какое тут правильное слово подобрать. Коса. Коса, Да, да, или волосик. Или да, волосик, его даже не видно, да? да. Или вот целая коса. Мы ведь друг у друга есть, даже если мы друг друга не знаем. Но вот эти слова добра, любви, какого-то опыта, которым вы делитесь, оно может кому-то другому помочь, другой женщине. И это же всегда тоже откликнется и вернется вам в вашу жизнь. Тоже об этом нужно помнить. Поэтому присоединяйтесь к нам вот в это сестринство, делитесь, светите. И делитесь своей любовью, и своим опытом. До Ну что, встречи. да, до следующей недели.